Это программа пресс-конференции, и сегодня у нас в гостях Герман Стерлигов. Герман Львович, здравствуйте, спасибо, что к нам приехали. Вы в последнее время называете себя крестьянином, но в середине 90-х, если мне не изменяет память, вы были предводителем московского дворянства. Как так произошло, что за 20 лет из дворянина в крестьяне? Вы последние 13 лет называете себя крестьянином. Это вот как раз последнее время. Я уж 13 лет как крестьянин. А до этого кем только не был. Прям это просто из дворянина, из грязи в князи, как говорится. Обычно происходит наоборот. Я вам скажу, что дворянин – это фактор происхождения, поэтому это, собственно, не меняется, кем трудится дворянин. Таксистом или крестьянином, или еще кем-то. Все равно, раз уродился дворянином, им уже и остался. Хотя какой сейчас дворянин, когда нету двора, нету государя? Сейчас только вопрос происхождения. Хорошо, Но у вас большой двор. В чем выражается ваше? Крестьянство – это коровы, это лошади, куры, утки, это посевы, огород. Человек, имеющий 6 выпечка соток, но не хлеба. имеющий коровы, не может называть себя крестьянином. Крестьянином не может себя называть дачник, безусловно, потому что крестьянин обеспечивает себя за счет своего крестьянского труда. И мое хозяйство обеспечивает полностью мою семью и имеет еще достаточное количество излишков для того, чтобы продавать посторонним и иметь деньги от этого. Герман Львович, а не более правильным определением будет, что было, там, например, в 19 веке, разорившийся помещик. Вы в 90-е годы, и даже в конце 80-х, были одним из первых российских, еще советских миллионеров, мультимиллионеров. Вы все еще мультимиллионер? Долларовый. Я тогда был, в общем, на самом деле бедным человеком, потому что у меня ничего, кроме цифрок электронных, не было. Я понимаю, вы сейчас про духовное, я вас спросил Я не про деньги. духовное, я про материальное. А сейчас у меня есть материальные блага. У меня куча домов прекрасных, у меня мясо настоящее, у меня молоко парное, А денег у у вас меня сколько? Вы можете огороды. считать себя? Вас как-то спросили в 90-е годы, сколько у вас денег? Вы сказали, что так много, что не можете сосчитать, если я правильно цитирую. Сейчас вы можете сосчитать, сколько у вас денег? Сейчас у меня их так мало, что я даже точно не знаю, сколько их. Сейчас другая ситуация обратная. Потому что сейчас их настолько мало, что их количество важно только в том смысле, когда оплачиваешь новый навес, к примеру, для проведения торгов крестьянских. Мы вот сейчас будем проводить выставку-ярмарку. Или для того, чтобы построить дорогу для этого навеса. Вот только тогда вспоминаешь, сколько надо денег. Но денег у крестьянина, к счастью, настолько мало, а хозяйства так много относительно денег, что количество денег становится не важно. Оно становится третьестепенной категорией. Категорией инструментом для достижения тех или иных, в основном, строений, которые должны появиться на крестьянском хозяйстве. Потому что кроме как для строений, деньги заметные ни для чего на крестьянском хозяйстве не нужны. Для новых На строений. что вы потратили сотни миллионов долларов? Да на всякие глупости. Выборы президентские, в частности. И всякая такая вот ерунда. А какая самая глупая трата на ваш счет вот сегодня? Вот Герман Львович сегодняшнего дня, что может назвать самым глупым поступком с точки зрения траты своих денег за свою предыдущую Вот как раз то, что я упомянул, это выборы в президент Российской Федерации. Это самая более глупая глупого трата? проекта в моей жизни не было. Больше не хотите такие траты совершать? Нет. Во-первых, у меня больше нет и денег на это. А во-вторых, конечно, желания никакого нет. Герман Потому Львович, что с тех пор я узнал много из того, что тогда я не знал и был дурачком. Что именно? Ну, как устроена власть в мире, я не понимал. А сейчас я это понимаю и понимаю, насколько бессмысленно вообще участие в президентских выборах как в таковых. То есть это вообще не тема для разговора. Для не приличных президентские? людей. Ну, если это очень мелкий выбор, ну, допустим, на муниципальном уровне, то там, да, о чем-то можно ну вы же говорить. хотели И то учредить не свою очень партию, насколько я знаю, свою партию крестьянскую. Да, мы хотели создать крестьянскую партию. Мы собирались участвовать в выборах в Государственную Думу для того, чтобы лоббировать вполне крестьянские вопросы, потому что в Государственной Думе, как мы рассуждали, сидят люди, которые не понимают ничего в крестьянских делах. И мы думали, что надо, чтобы крестьяне представляли свои интересы и там говорили, что надо делать с кадастром, что надо делать там со скотиной, как регулировать там численность, еще что-то. Вот. Но нам сказали четко и откровенно, что вы можете зря не тратить деньги, Герман Львович, ни свои, ни чужие. В Думе мы вас видеть не хотим. А кто вам это сказал конкретно? Кто может Герману Львовичу сегодня, человеку, верующему в Бога, кроме Бога, запретить участвовать в этой Это не деятельности? запретить. Это не... Меня просто уважаемый человек, который ко мне хорошо относился, предостерег, что я напрасно затрачу деньги. И напрасно затрачу усилий. И поэтому, дай Бог здоровья этому человеку, он меня предостерег от неверных шагов. А у вас много осталось таких друзей во власти на высоком уровне?
Это скорее не друзья, это скорее те, кто симпатизирует мне. И таких людей немного. Герман Львович, на избирательной кампании требует больших денег. Значит, у вас такие имелись. Вот, у вас, я насколько знаю, ценник на ваш хлеб довольно немаленький. Там чуть ли не 1500 рублей. Вот. 1650. Вот, конкретно, видимо, недавно заходил. И не каждый себе может эту буханочку позволить. Вот скажите, на кого вы ориентируетесь? И вообще, и почему хлеб стоит столько? Ну, насущный? во-первых, хлеб может позволить себе каждый человек попробовать хоть раз в жизни настоящий хлеб. И прожить жизнь, не попробовать настоящего хлеба, ну, даже как-то немного обидно. Уж ладно, там вынуждены травиться в силу нищеты, всякой ерундой из магазина. У вас сегодня счастливый день. Сегодня вы впервые попробуете настоящего хлеба. Хотя бы посмотреть. Хотя бы А что посмотреть. такое настоящий хлеб? Потому что вы Настоящий, несколько раз делали на этом настоящий акцент. хлеб – это хлеб, который приготовлен в русской печи, который выпечен... О хлебе я мог предполагать, но что вы Который вытащите, выпечен без мачете дрожжей. из кармана, я никак не мог. Жить, попробуйте. Ваш первый кусок хлеба в жизни. Да, думаю, вот хлеба- кусочек не рублей на хлебозаменитель, 100 а хлеба. где-то. Я так понимаю, что цена этого хлеба – это не самое главное, ради чего вы его испекаете, правильно? Сразу же Герман заткнуть Львович? всем То есть это хлебом. не является целью построить на этом, как сейчас говорят, бизнес и заработать на этом миллиарды. Для нас это средство к существованию. То есть для нас это заработок. Существенная часть вашего заработка вот Хлеб, ну, это бизнесе. почти 100% заработок. Герман Иванович, ну вот в условиях сейчас санкционной такой кампании, санкции, антисанкции, как вам живется благодать в сельском хозяйстве? Санкции никак не повлияли на производство натуральных продуктов питания. Санкции на что повлияли? Вместо заграничной отравы у современных фермеров, агрохолдингов, у отравителей появилась возможность заменить эту заграничную отраву нашей отечественной отравой. И они воспользовались этой ситуацией, и теперь отечественная отрава занимает больший процент на наших прилавках, ваших, вернее, прилавках, чем заграничная отрава. Герман Львович, а Олег Сирота говорит, что контрсанкции очень помогли сельскому хозяйству и, в частности, фермерскому бизнесу как раз. И я только что сказал, что фермерскому бизнесу и агрохолдингам это очень помогло. Я не отношусь ни к Фермеры бывают не фермерам. только крупные, но и мелкие фермеры, как Олег Сирота, тот же Я не самый, отношусь одна-две ни к фермы. фермерам, ни к агрохолдингам. Я акцентирую на том, что я крестьянин. Я Мы просто- не используем никаких современных технологий для производства продуктов питания. Я В могу отличие пояснить, от что Олег фермеров. Сирота – это сыродел, и я так понимаю, ваш родственник. Да, и мне как бы, поскольку он мой родственник, мне затруднительно анализировать и комментировать его слова для того, чтобы у нас не было неровностей взаимоотношений в семье. Вы можете продавать, конечно, хлеб за сколько хотите, главное, что покупали, это ваши рыночные отношения. А вот объясните, зачем вы на своих магазинах повесили табличку? Я долго думал, как сформулировать, ну, как мне ее в эфире назвать. Ну, в общем, видимо так, гомосексуалистам здесь не место, да? Вы на меня клевещете. Мы повесили табличку «Вход запрещен». Ну, Мы никак про каких гомосексуалистов ничего не вешаем. я пытался вот это первое слово не произносить, потому что оно не Почему? совсем эфирно, мне Оно кажется. совершенно легальное слово. Это немножко видоизмененный медицинский термин от педерasta. Это никакое не матерное слово, никакое не почему? неприличное Объясните, слово. Оно объясните. слово просто понятное десяткам миллионов наших соотечественников в силу того, что оно в основном употреблялось Я понял. в советской России, постсоветской России. Именно этим словом характеризовали Я извращенцев, содомитов и мужеложников. Да, я Как понял. вы по внешнему виду определяете? Вот Ну, он зашел когда к вам или явно не он приходит зашел к вам? там с крашенными волосами, серьгами в ушах и так далее, его сразу вышибают и все. Скажите, а так мы никак не Уже были скажем. прецеденты? Уже были прецеденты того, что вышибали таких конечно. содомитов? Скажите, пожалуйста, а почему люди нетрадиционной сексуальной ориентации не могут покушать ваш Слушайте, мне хлеб? даже противно разговаривать на эту тему. Слушайте, ну, если вам это непонятно, то я вообще сомневаюсь насчет вашей ориентации. Поэтому для любого нормального мужика понятно, что ему западло, что к нему заходит на территорию. Понимаете? Но Если вам это непонятно, я вам это не объясню. Он же заходит к вам не для того, чтобы Да заняться... мне для чего он заходит, понимаешь? Я не хочу объяснять, дебатировать эту тему. Вот Чечня, хорошо. Это очень важный момент. Я ее не дебатирую, я Герман лишь Львович, узнаю ваше Герман мнение. Львович, Да, давайте. Потому что иначе возникает такая допуск у меня, что вы защищаете пи***цев, а тот, кто защищает пи***цев, тот пи***ц. Понимаете? Вы И я только- надеюсь, что вы только- не пи***ц. Только, пожалуйста, в этот момент Я на меня пальцем надеюсь, не что вы не
Да, видите, как вам обидно, что на вас Герман пальцем, Львович, когда давайте уйдем сейчас от темы. Я предлагаю оставить Герман эту Львович, тему, давай люди иначе православные, между давайте не нами не будем. состоится разговор. Я Устраивайтесь здесь. предлагаю все-таки до конца ее обсудить и пойти дальше. А я предлагаю ее оставить. Да. У меня есть встречное предложение. то есть вы не я хотите предлагаю ее объяснять, почему? оставить. Вы не хотите Да, объяснять, конечно, я не хочу вам объяснять очевидных вещей. Хорошо, а вот Чечня, что вот этот скандал недавно там произошел, Евросоюз вписался за вот этих самых содомитов, которые якобы там появились, и якобы все, что там вот это происходило. На самом деле это откровенная провокация, откровенный фейк. Вот кому это Даже все было если бы выгодно? в Чечне гасили содомитов, я только бы аплодировал Рамзану Кадырову. Хорошо, вот гей-парад, вы пойдете, пошли бы его разгонять? Нет, потому что это на вашей территории гей-парад, это вам надо разгонять. На моей территории гей-парада быть не может. Живого пи***аса на территории Слободы быть не может. А скажите, это по-христиански вот сейчас так Да, это злится? по-христиански, чтобы вы знали. По поводу Это территории, именно так по-христиански. который вот сейчас затронули, разговор по поводу территории. Вы ведь в свое время предлагали продать за золото всю российскую землю, которая находится за Уралом, иностранным государством. У меня вопрос даже не в том плане, насколько это там сепаратизм, корректно, некорректно. Золото у кого-нибудь хватит купить нашу землю-то? Речь в письме шла вот о чем. Либо запретите аборты, либо продайте землю за Уралом. Там все равно жить будет некому. Речь шла о запрете То есть абортов. не о продаже земли Да. идет Речь шла о которую запрете педалируют абортов, многие. что я показывал полную бесперспективность что-либо делать на территории Российской Федерации. Если при таких население будет масштабах, маленькое. если не прекратить убивать своих детей. Можно я Поэтому- немножечко отмотаю назад к Государственной Думе? Вы же наверняка шли в Государственную Думу, ну, вернее, Я не шел. планировали. Не просто с какими-то заявлениями, но и с какой-то программой. Наверняка у вас была какая-то экономическая программа, политический курс какой-то. Да, как вы уверены. основная тема была это содействие людям, которые хотят покинуть города и создать свои крестьянские хозяйства, то есть для тех миллионов горожан, которым уже надоело гнить в этих страшных каменных джунглях, где нечем не кормить детей, А каким нечем образом дышать. содействие? Это выдавать землю бесплатно и без кадастровых всяких этих дел и сложнейших оформлений. Это предоставлять стройматериалы за счет мегаполисов, потому что выезд людей из мегаполиса снижает нагрузку на ЖКХ, на транспорт и так далее. И таким образом происходит естественная экономия средств. Министерство внутренних дел, облегчение очень большое, ну и так далее. Я уж не говорю о том, что люди, которые выезжают из городов, они никогда не участвуют ни в каких митингах и демонстрациях протестных. Они становятся самой надежной опорой власти, потому что крестьянина невозможно себе представить, что он идет куда-нибудь, ездит на митинг на Тверской, им просто некогда И, на заниматься ваш этой взгляд, ерундой. много было бы желающих? И желающих очень много. Вы и не монархист, вы не за большевиков, вы против демократии. Так за кого Герман Стерлигов? Я христианин, я за Иисуса То есть с нами Христа. Бог? С нами Бог? Нет, с нами Бог. А с нами кто? Да. А с вами дьявол. Вы еретики. Но все-таки какое-то государственное устройство? Вы уверены? Вы видите, как 100%. Это видно по внешнему виду. У вас бритая, стриженная борода, а это признак ереси. Это не грех, это признак ереси. По Соглавному собору первый признак латынской ереси – это бродобритие. А можно мы все-таки вернемся немножечко к государственному строю все-таки? Потому что мы как-то соскочили на веру. Для вас какой государственный строй приемлем хотя бы? Тот, Не нравится, но который описан в приемлем. Библии. Идеальный строй, я скажу, какой идеальный. Идеальный строй – это общество судей. Он описан в Библии, это тот строй, который угоден Богу. Более приемлем, чем демократия, монархия, но он всего лишь более приемлем. А недавно были у нас дискуссии в обществе по поводу возрождения монархии. Это У вас есть положительно. какая-то кандидатура вот да. своя для У меня себя? есть. Путин отличная кандидатура. Расскажите, зачем вы ездили в Нагорный Карабах 2 года назад? Я сбежал туда. Меня тут чуть не посадили на 20 лет. За что? За что? За что? Это, скорее всего, за учебник истории, который я написал. Скорее всего. Но повод был то, что я террорист, экстремист и финансирую... А что в этом учебнике террористические сочли экстремизмом? То, что вы Бориса Да не в Ельцина учебнике. назвали вампиром Не, или не в что? учебнике. Про учебник мне претензий не было. Учебник, сказали, я что, думаю, скорее вы всего, спросили, за что? Я сказал, за учебник. Повод для этого был формальный. Это то то, есть что это причина была я учебника? финансировал ту организацию, которая... Я даже название никогда не знал. Я думал, что там организация называлась «Борн». Я думал, что это там дело Борна, фильм такой был. Оказалось, что это другая. То есть совсем вы блокбастеры-то история. американские смотрите? я Смотрел раньше. Смотрел раньше. Я когда-то попал в плен в Афганистане несколько лет назад, случайно. И там я, когда сидел перед расстрелом в камере, я пообещал Господу, говорю, Господи, если ты меня выпустишь отсюда,
я больше никогда не буду смотреть художественный фильм. Так, а вам Подождите, перестали подождите. Меня выпустили Фильм через вот 5 эти минут. проборные, это все там нулевые годы. Да. Нулевые Это было в недавно. Афганистане. Это было недавно. Это когда вы были? 2008 год. А как вы оказались в Афганистане в 2008? Я поехал туда за баранами. За 2 баранами. Вот. А еще там у меня был интерес в изумрудах. Ну и как, вы отправились в Афганистан, у вас были какие-то там связи? Нельзя же просто взять, купить билет до Кабула и прилететь и выйти... Слушайте, спросить, если где мы сейчас бараны? я буду рассказывать свое путешествие в Афганистан, это будет как раз до конца передачи. Это было очень интересное, сбегать захватывающее И приключение. кто вас взял в плен? Нас взяло КГБ Герата. Я был там не один, там еще был Ноздрин, известный человек. Был еще сын одного из наших генералов известных. Тоже сидел там в Да, мы Афганистане? втроем Вы были. вместе и летели Да, просто? вместе. У вас Вы общий вместе за бизнес? баранами Мы там вместе были. У Да. вас общий бизнес, Вы да? вместе за баранами втроем поехали? Мы за изумрудами поехали. Ну, за баранами я поехал. Мне еще бараны нужны были. Ну, баранов а так удалось вообще нам купить? нужны были изумруды. Баранов-то хоть удалось купить? И изумруды. Там другая ситуация произошла. Там проходил сверхсекретный саммит, и мы случайно его разогнали уже своим присутствием. Просто потому что Втроем? мы были, было очевидно, что мы из России. А это означало, что саммит рассекречен. И я прямо в прямом эфире «Маяка» рассказал о секретном саммите, который проходил в Герате. И, Герман естественно, Львович, что... я не рассчитывал, но неужели... Вы можете поговорить со Стилавиным, он вам Скажите, расскажет. вы нас сейчас подробно. троллите? Вы скажите, вот... Вы мне задали вся эта вопрос, история я вам про ответил. Афганистан. Вообще, я вам понял. скажу, правды неправдоподобнее... Я понял, да. Все, очень хорошо. Просто, кто-то знает, да, многие не знают. Хоть часы переведем. В 1708 году Петр I издал указ, который хранится в Российской государственной библиотеке и выложен у меня на сайте факсимиле, да, по которому он приказал считать, что сейчас не 1708 год, а 1700 на исходе. И люди прожили еще 8 лет послушно. Это он сделал для того, чтобы унифицироваться с Европой. И с тех пор у нас вот это вот сейчас какой у вас там, 2017? Да. Плюс 8 Да, лет. примерно, да. Плюс 8 лет, и там еще день. Да. А по-настоящему Христос воплотился и родился 2026 лет назад. Ну, в общем, Родился европейцы жили не 25 по тому декабря. календарю, а мы при Петре просто к ним присоединились, и Да, вы эту ошибку да. просто исправили. По Да. поводу учебника истории. Вот, собственно, ваши дети учились по нему? Чьего учебника? Моего? Да. Да, учились. Вы не продолжайте. планируете, например, свою собственную школу в Слободе открыть? Она давно открыта, уже 13 лет как. Там много учеников? Нет, там мои дети и соседские. Аттестаты там выдают? Зачем нам аттестаты? Нам не нужны аттестаты. Аттестаты нужны рабам для того, чтобы устроиться на работу. Вот для этого нужны дипломы и аттестаты. Моим детям не нужны. У них они наследуют своему отцу, у них есть хозяйство. Им зачем эти дипломы? Если даже представить, что мы разорились, все сгорело, всякое бывает, им придется устраиваться куда-то рабами, работник и раб – это синонимы, в этом нет ничего обидного, то они пойдут работать тем, кем они не умеют, пекарями, плотниками, лечить людей, там они владеют траволечением. И для этого не нужны им аттестаты никакие. Обучают? Их только труду обучают или есть какие-то Нет, они изучают углубленную историю, причем они По вашему изучают... учебнику? Нет, там мой учебник охватывает только очень коротенький период времени. Это от Грозного до Путина. Так, историю что еще? А история вся древняя, они изучают по лицевому летописному своду, по хроникам, летописям, по священному писанию, древнейшая история. И они углубленно ее изучают. То есть то, что изучают мои дети... И профессура, скажем, университета им в подметке не годится. А кроме истории, Потому что они просто этого не математика, изучают. Не потому, что они дураки. литература, физика. Просто потому, что у них нет этих источников. А физику там изучают? Да проходят? нет, конечно, они же не Гарри Поттер. Зачем им изучать химию, физику? Это все колдовство. Герман Львович, Вы, как человек, проживший богатую жизнь, у вас были миллионы, у вас были свои самолеты, у вас были яхты, я не знаю, что, замки, говорят, были и так далее. Неважно, что именно, но довольно богатая, красивая жизнь. Скажите, насколько честно лишать ваших детей даже возможности получить такую жизнь, потому что пекарями, конечно же, сотни миллионов они не заработают. Слушайте, я вот взял у Бабкина яхту покатать детей. Говорю, дай детей покатать, чтобы они там представили себе, что такое там яхта, чтобы у них не было как бы такого вот мистического там восприятия, легенд про яхту. Да. И мы покатались пару недель по Средиземному. У него большая, шикарная яхта с командой, многопалубная. Но все считали часы до дембеля. Да ладно, и вашим Да, детям не хочется... это вообще, это атас. Во-первых, блевали все постоянно.
Вы когда-нибудь Ну, это плавали вообще на морская яхтах? болезнь. Да, Нет, папа? иногда Да? плавал. Не У болевали? меня первое время была морская Да, болезнь. какое удовольствие, наверное, Ну, вы морская получали, болезнь да. это то, что проходит. Ой, не могу. И это вот, вы знаете, вам по телевизору, как дурачкам, это показали всю фигню, и вы ездите, блюете, но все равно ездите, Нет, потому что это красивая жизнь. Ну, слушайте, а ну, моим морская детям болезнь это не проходит. надо. Морская болезнь Да, проходит. у всех практически, редчайшее исключение. у кого Но она нет. проходит. Вот, дело даже не в этом. Дело А в том, кроме что... морской болезни, что еще? Дело в том, второй фактор, это очень скучно. Потому что на яхте, когда идешь из порта в порт, делать совершенно Ну, нечего. подождите, я же не Можно только про яхту. покататься на водном мотоцикле, но это быстро надоедает. Больше делать вообще на яхте нечего, я вам сообщаю. То есть, если ты едешь не блудить там с любовницами, то там вообще нечего делать. Ну, можно поехать для А детям и подавно там нечего делать, понимаете? Зачем вы мучили детей 2 недели? Да, да для того, Зачем чтобы вы их они мучили? никогда не мечтали об яхтах. И теперь у них есть прививка яхтами. Они никогда больше не будут тратить деньги на яхты. Не то, что на их покупку, а даже Чем на прогулку. прививки сделали? Ну да, то есть они- Помимо яхты еще есть... то есть они не просят Конечно. у вас, Чем папа, еще дай прививки? купи Да. дорогой смартфон, папа, мне нужен хороший Компьютер. компьютер. Да. Ваши дети, вот. Да. А что просят ваши дети? Мои дети вот сейчас, они пытаются у меня выбить деньги на строительство козлятника. Это им надо 5 миллионов рублей. У меня сейчас нет свободных 5 миллионов рублей. И вот меня, я уже боюсь домой возвращаться. Мне, папа, надо строить козлятник. Кстати, а по поводу образования. В вашей школе учатся мальчики, девочки отдельно? Ну, или конечно, отдельно еще бы. Если мальчиков и девочек учить вместе, это начинается общение. Мы же учились в школах. Вы в школе учились? Ну, конечно. Я учился. Я все знаю, что там происходит. А что же там происходит такого? Ой, я вас умоляю. Жалеете, да? прекращайте, Все эти девчонки, ну Вы их, да, жалеете, ну что кто вы с учились в ними школе, я так общается понял? вообще? Какой прок? Герман Львович, вы жалеете, что вы учили в школе? Я очень жалею, что я учу. Я 10 лет потерял на всякую ерунду, вообще на полную хрень. Вот мои дети вместо того, чтобы заниматься этой ерундовиной, они там выставки, ярмарки уже проводят. Они конюшни себе делают. У них выпечка хлеба идет. Они открывают магазины. Там. Это все детские игры у них. Но ведь если бы не было Да, по вот сути, эти этого... детские игры готовят их ко взрослой жизни. Да, у них уже интереснейшая жизнь. У них это незаметно переходит во взрослую жизнь. Вот у старшего, уже ему 20 лет, уже перешло все во взрослую жизнь. Он возглавляет комитет продовольственной безопасности. Это очень серьезная Герман структура. Львович. Очень влиятельная уже структура. Это интереснейшая работа. Выяснение, где какие натуральные продукты, где кто кого обманывает и Комитет так по далее. продовольственной безопасности ваш же. При Российском крестьянском собрании. Это у них отделение вашей по всей слободе. стране. То есть по всей стране, а также в Украине, в Белоруссии, в Молдавии, в Румынии. И сейчас, я думаю, будет еще целых ряд других стран, А вы включая предлагали Великобританию и свою США. программу продовольственной безопасности для России кому-либо во власти? Отправляли ее куда-нибудь? Предлагал. Вообще вопрос, как переустроить Россию, общими словами, если говорить, там, продовольственной безопасности и все прочее, это рецепт только один. И выход только один. Правильно, это вырубить электричество. И другого варианта не существует. Или мы все погибнем, Так нас или ведь вырубим завоюют электричество. То тогда. есть речь идет Слободе между есть выбором, между электричество. жизнью и электричеством. Если сейчас отключат электричество в России, то на нас нападут тут же армии недружественных стран и нас захватят, потому что они электричество отключать точно не будут. Слушайте, я предлагаю вот что. Я предлагаю спецслужбам мира, неважно какой страны, России, Соединенных Штатов Америки, Израиля, тем, кто быстрее сообразит, провести эту операцию. Это простая операция. Обрезание ЛЭП по всему миру. Там 600 магистральных ЛЭП, по-моему, или около того. Вообще такие спецслужбы, как ГРУ, там ничего даже готовить не надо. Там все подготовлено. Потому что на случай потенциального противника все знают, кто за какую ЛЭП отвечает. Нужен только приказ. Вот если приказ будет, то любая из спецслужб, любая из приличных стран вырубает электричество на всей планете. Ни у кого не спрашивая. Ну, в И общем, оно да. просто вырубается, и починить его уже нельзя. Потому что электричество без электричества не чинят. А по новой это все сделать нужны лошади и мужики. Ни того, ни другого уже нет. В Слободе у вас есть Да, электричество? есть. Его не имеет смысла вырубать, потому что если вырубить меня отдельно в Слободе, ничего не изменится. Я вам говорю про отключение электричества на всей планете, а вы мне говорите про отключение электричества на одном крестьянском хозяйстве. Ну, а электричество это грех? Я вам говорю про то, что надо сделать для того, чтобы спасти нашу жизнь. А вы мне говорите, что надо сделать для того, чтобы ничего не произошло. То есть, чтобы эффект был ноль. Допустим, вырубить в одном доме электричество. И показать пример всем остальным домам. Да это ерунда, потому Не что пойдут. при примеры, вот я, допустим, 3,5 года прожил без электричества. Вообще. Ну и чего это пример кому? Вы даже никто это не помните. Вам эти примеры по барабану. Надо вырубать электричество на всей планете, чтобы все вы, бездельники, разошлись пешком из городов и создали свои хозяйства. А без этого с вами бессмысленно разговаривать. Надо, чтобы все потухло. И тогда вы начнете трудиться. А иначе вы так и останетесь дармоедами и бездельниками. Герман Львович, я знаю, что у вас есть дома оружие. И Однозначно. не одно ружье, далеко.
Я знаю, что у вас сыновья с детства владеют оружием. Если будет необходимость, вы их отправите на войну? Ну, конечно, Охранять если будет рубежи на то Родины. воля Божья, конечно, они пойдут воевать и будут воевать за Христа, безусловно. За государство или за веру? Смерть, которая ведет в рай, только смерть за Христа. Какое-то время назад, Герман Львович, вы говорили о том, что думали о гражданстве ЛНР. Да, у меня была надежда, что можно в ЛНР сделать не Новороссию, тогда еще не было этой формулировки, когда я хотел стать гражданином ЛНР, а Староруссию. Вы бы То есть, чтобы сделать там ту территорию, которая могла бы стать пилотным проектом для всего мира, возврата из безумия научно-технического прогресса в традиционную жизнь. Почему вы с детьми не поехали воевать? Ну, потому что ЛНР тут же объявил о том, что они пойдут по советскому пути, поставили у памятника Ленина охрану в буквальном смысле, и нам все стало ясно, мы сказали, да пошли вы в баню. Спасибо вам большое.